Всем привет! Вы на канале у Натальи Соболев в Израиле. Сегодня Йом Ришон – это воскресенье, а воскресенье является первым нерабочим днем в Израиле. Работать в Израиле трудно, да еще не по специальности, не зная языка. Ясное дело, возьмут на завод, может мыть, ухаживать за больными, престарелыми людьми. Ну, конечно, не каждый согласен на такую работу. Многие, кто приехал в Израиль, уже в аэропорту снимают видео про страну и раздают советы. Конечно, меня это удивляет. Надо прожить не меньше 10 лет, чтобы понять и найти себя, потратить немало сил, чтобы устроиться и привыкнуть, а потом уже раздавать советы. В этом видео я расскажу про одно слово, которое мы научились в Ульпане. Это в школе по изучению иврита. Это слово «савланут» – терпение. Я за 27 лет могу только один дать совет всем новым репатриантам, приехавшим в Израиль, как туристам, так и на постоянное место жительства. Терпение во всем и везде. Решать все вопросы по мере возникновения. Можно съездить в Иерусалим, помолиться у стены плача или у гроба Господня. Что ближе вашей вере? Попросить укрепить веру и не ждать, что вам все подадут на блюдечке и добиваться своей цели самому. Надо правильно оценивать свои возможности. Кто не боится проблем и у кого есть цель устроиться жить в Израиле, тот всегда найдет выход. С первых дней в Израиле придется искать работу. Потом надо и учить язык, подтверждать дипломы. Даже израильтяне пересдают экзамены по своей специальности каждые 5 лет. Подтверждают свои дипломы, ведь все не стоит на месте. 30 лет назад компьютеры были только в банках и госучреждениях, а сейчас в каждой квартире. Жилье, работа, климат. Главное, на что хочу обратить внимание, чтобы найти все это по своему здоровью. Огромное число людей живут на съемных квартирах. Стоит это дорого, и качественное жилье найти очень тяжело. Сначала можно квартиру снять на 1 месяц. Но когда вы получите паспорт гражданина Израиля, откроете счет в местном банке и станете получать картину абсурдции, это денежная помощь от государства для новых репатриантов. Ее выплачивают в течение где-то полугода. Вот тогда уже можно снять квартиру на долгий срок. Купаться в декабре в море, есть зимой клубнику, солнечные дни почти все время, трава зеленая, прекрасная экология. Да этим можно пользоваться и в маленьком городе. А Тель-Авив – самый дорогой город мира. Дороги хорошие, не бойтесь ехать в маленькие города. Люди приезжают с разными целями и намерениями. Кто-то хочет обрести новую родину, начать жизнь заново. Для кого-то Израиль – возможность получить свободу передвижения по миру благодаря даркону. А кто-то стремится в Израиль для того, чтобы попасть в Канаду. Ни для кого не секрет, что люди бегут сегодня от мобилизации. В большом количестве отношение к Израилю у этих беженцев потребительское. Дайте мне паспорт, даркон, а так мне этот Израиль не нужен. Грязь кругом, религиозная. Это большая деревня. Но нет, ребята, с таким настроем у вас ничего не получится. Поэтому и усложнили проверку, кому можно приезжать в страну. По закону о возвращении гражданство Израиль может получить еврей, сын, дочь еврея, внук, внучка еврея, еврейки. А для новых репатриантов заграничный паспорт даркон можно будет получить только через год. Нужно год отработать на страну. И тогда уже получить заграничный паспорт и уехать в Канаду. Я, к примеру, сказала Канада, где вас ждут? Везде хорошо, где нас нет. Я считаю, что евреи должны жить в своей стране.
Страна Израиль дорогая. Все деньги тратятся на продукты, транспорт и аренду квартиры. Уровень жизни у всех, кого я знаю, не очень высокий. Думаю, что зарплаты в 5000 шекелей точно не будет хватать на жизнь. Многие в Израиле просто выживают. Вокруг люди после основной работы идут, подрабатывают на вторую работу. Уход за пожилыми также. Виллы моют, дают частные уроки. Даже пенсионеры работают, а ведь многим по 70 лет. В принципе, в Израиле равноправие между мужчиной и женщиной. Мужчина немножко получает больше по зарплате, но все одинаково изучают иврит в Ульпане и идут, устраиваются на работу продавцами в магазин, рабочими на фабрике. Ну а с выученным языком и с подтвержденным дипломом можно уже претендовать на что-то более интересное. Инженер может снова стать инженером, фармацевт продолжит работать в медицинской сфере, а хорошему программисту, вне зависимости от половой принадлежности, можно также и без иврита. Достаточно английского языка вполне. Если квартира у семьи съемная или купленная в ипотеку, работать, скорее всего, будут два супруга, иначе возврат долга не потянуть. Израиль, с одной стороны, богатая страна, а с другой ее жителям приходится очень много трудиться. Жизнь дорогая. При этом в стране есть налогообложение. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налоги. Могут достигать налоги до 40% от дохода. Однако так или иначе, впахивать приходится здесь всем. На пенсию могут рассчитывать только те, кто проработал в стране более 10 лет. Женщины в Израиле могут выйти на пенсию раньше, чем мужчины. Сегодня в стране происходит плавное повышение пенсионного возраста, и это связано со старением населения. Планка для женщин в течение ближайших 11 лет будет повышена с 62 лет до 65. А для мужчин 67 лет, сейчас они уходят на пенсию, и до 70 лет. При этом средняя продолжительность жизни женщин в Израиле равна 85 годам, а для мужчин 81 год. В Израиле можно жить. Тут есть вкусная еда, овощи, фрукты круглый год, неплохие клубы и вообще обстановка неплохая. Туристов пугают досмотры в аэропорту и новости тревожные об арабских террористах, об обстрелах. Ну да, это бывает, но все-таки Израиль – это безопасная страна считается. Тут каждый может найти для себя что-то интересное. Есть курорты, есть лечение. И, конечно, развлечься, отдохнуть тоже есть где. Вы должны иметь большое терпение, чтобы принять страну и народ. Вы будете сходить с ума от обилия вопросов и отсутствия на них ответов. Но все-таки в один день вы ощутите тепло и любовь этой страны. Это будет через детей или родителей, но вы почувствуете, что это ваша страна, и это ваш новый родной дом. И когда однажды вы поедете на недельку за границу и будете скучать, и по возвращении у вас будет взволнованно биться сердце, вы поймете, что Израиль – это ваша страна. Дорогие мои зрители, большое спасибо, что вы были со мной. Я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи.